Всех приветствую, ребятки, на канале Джонни ТВ. С вами, как всегда, Джонни. Это уже 7-е видео из серии «Арбитраж трафика от нуля до профи». Сегодня у нас очень интересное видео, потому что мы уже приближаемся к запуску рекламы. И для того, чтобы нам запускать рекламу, нам необходимо с вами правильно создать, настроить, заполнить фан-пейдж. Сегодня мы будем говорить про фан-пейдж, как ее правильно создавать с использованием данных с нашего white page, с белой страницы, с использованием данных с оффера, и чтобы у нас фанка выглядела максимально красиво, потому что когда пользователь видит вашу рекламу в Facebook, в Instagram, в любом из плейменстов, он видит также вашу фан-пейдж, он видит аватарку, и он всегда может на нее переключиться, попасть в вашу страницу и посмотреть, какие данные там, какие там посты, какой человек рекламирует. Если вы рекламируете от лица бренда, от лица какой-то компании, но переходя в вашу фан-пейдж, пользователь видит, что там какие-то странные, сомнительные посты, не заполненные, нет никакой информации, никак нельзя написать, нету кнопки, соответственно, он просто уходит, и вы теряете лидочки. Мы сегодня будем показывать, точнее, я сегодня буду вам показывать, как все это правильно создать быстренько, как все правильно заполнить, чтобы у вас лидочки лишние не терялись, чтобы пользователи, переходя на фанку, видели полное соответствие, красивую картинку, чтобы они понимали, да, это реально бренд, который рекламирует тот или иной продукт. Многие покупают фанки, передают на аккаунты и запускают рекламу, не заполняя ничего, думая, что там какие-то пару подписчиков есть, что все нормально. Многие создают с ноги, не ставят аватарки, либо ставят какие-то странные, сомнительные аватарки, обложки ставят сомнительные и также запускают. А потом говорят, почему наша реклама долго не апрувится, почему я там уже целый день жду, когда у меня реклама выйдет в актив, потому что фанка — это очень важная составляющая вашей рекламы. И вы должны уделять как минимум 10 минут на то, чтобы заполнить, создать, отредактировать, настроить вашу фанку. Да, больше 10 минут там делать нечего, поэтому это все происходит быстро, внимательно смотрим, повторяем шаги, и у вас все обязательно получится, и ваша реклама будет показываться, и апрувиться, ваши лиды будут гораздо лучше, чем просто с пустой сомнительной фанкой. Я все это показываю на Anti-Detect Dolphin, один из самых популярных антиков. Кого не спроси, все знают, что такое Anti-Detect Dolphin. Если вы еще не пользуетесь, обязательно пользуйтесь этим антиком. Также я хочу порекомендовать, соответственно, Dolphin Cloud. Это автозалив мультитул для активной работы одновременно сразу с тысячами аккаунтов Facebook или TikTok. Dolphin Cloud очень крутой сервис, советую. Также, конечно же, я советую вам пользоваться виртуальными картами AnyBill для оплаты рекламы, для оплаты виртуальных сервисов, чата GPT, любых подписок, Midjourney и так далее. AnyBill — топовые виртуальные карты, ребятки, 100%. И обязательно Pocket Partners до 80%. По Ревшаре вы можете зарабатывать при помощи этой партнерочки. Обязательно переходите, регистрируйтесь, все ссылочки в описании. А мы с вами переключаемся в экран и начинаем создавать нашу фан-пейдж. Мы можем найти наши страницы либо вот здесь вот в страницах, либо через быстрое меню. Тоже есть у нас кнопочка страницы, но нам нужно найти вот эту вкладку «Создать» и нажимаем на «Создать страницу», у нас сразу открывается вкладка «Создание страницы». Нам нужно сюда вписать какое-то название, категорию и биографию. Что я рекомендую делать? Конечно же, вы заливаете любую рекламу через клоаку с использованием white page и offer page. Вот давайте-ка мы с вами сейчас переключимся на наш white page, и с white page уже будем перекидывать информацию для заполнения нашей страницы. И когда Facebook будет сравнивать рекламу по вашей ссылочке, а Facebook видит там white page, он будет сравнивать со страницей, которую вы создали, и она у вас будет соответствовать. Соответственно, реклама ваша будет апрувиться гораздо быстрее. Оффер я также возьму рандомно, чтобы просто показать. Это не будет оффер на Перу. К примеру, вы выбрали оффер на Перу, зашли на страну Перу через Google Maps, вы выбрали какой-нибудь отель или гостиницу. Я, к примеру, выберу оффер, ну вот, сразу первый попавшийся, Nano Slim, капсул для похудения. Переходим в Google карты, здесь вводим Перу и приближаем. Ищем на наших картах с вами какой-нибудь отель. Отель и гостиницы, тут сразу понятно, они отмечены. Нажимаем на наш отель. Спускаемся чуть вниз и видим, что у нашего отеля есть сайт. Переходим на наш сайт отеля и смотрим. У нас есть сайт, спускаемся в самый низ. У нас здесь должен быть подвал. У нас есть с вами контактная информация. Вот, у нас есть mail,
Отлично. У нас есть номер телефона. Шикарно. Нам нужна политика конфиденциальности. Чтобы нам понять, что здесь вообще написано, потому что это, соответственно, перуанский какой-то язык, испанский, у нас есть политика конфиденциальности в самом низу. Переключаемся на нее. Главное сейчас все проверить, чтобы у нас все было. Глобальная политика конфиденциальности. Отлично. У нас есть политика, у нас есть mail, у нас есть номер телефона, у нас есть название. И сейчас с вами начинаем заполнять фан. Прямо отсюда, с главной страницы, я беру название нашего отеля. Давайте это будет вот так вот. Название отеля, она же будет у нас название нашей фанки. Название заполнено. Также обязательно заполняем категорию. Соответственно, если у нас отель, в категории, в принципе, не важно, что мы будем заполнять. Но я выберу под название нашего отеля, под нашу аватарку, под нашу обложку. Это у нас все курортный отель. В биографии также заполняем какой-то минимальный текст. Можно его взять прямо отсюда, с нашей страницы. Мы заполнили, нажали «Создать страницу». Ему не понравилось то, что у нас все буквы в названии большие. Соответственно, мы введем первое слово большими буквами, второе слово маленькими. Я думаю, таким образом у нас все прокатит. Отлично. У нас вроде как страница создана. Теперь нужно сюда внести какую-то контактную информацию. Сайт. Соответственно, понятное дело, что мы берем название этого сайта, домен нашего отеля. Вставляем сюда. Также нам нужно ввести номер телефона. Номер телефона, еще раз, мы берем в самом низу. Дальше вводим электронный адрес. Также берем с нашего сайта обязательно электронный адрес. Местоположение в целом мы можем заполнить, но не обязательно. Но у нас есть вся информация, и это очень-очень здорово. Город у нас Лима и индекс. Индекс у нас здесь есть. Сразу можно ввести часы работы. Открыто всегда. Это тоже, кстати, важно. Нажимаем «Далее». Теперь у нас Facebook также просит добавить фото профиля и фото обложки. Мы можем это сделать на данном этапе, можем либо все это пропустить и уже сделать это потом. Но я советую сделать это сразу, так как зачем нам потом куда-то возвращаться, искать лишние кнопочки. Сейчас сразу с вами все это сделаем. Для генерации фотографий, для генерации обложки я использую нейронку. Из прошлого видео я все это показывал, как делать креативы, как пиздить креативы со спай-сервиса, переделывать, делать наикрутейшие криосики, соответственно, там же мы сейчас будем все это делать. При помощи, смотрите, что мы будем использовать для создания креатива. Переходим обратно на наш оффер. Допустим, у нас вот такой вот оффер, но это не, к примеру, Nano Slim. У вас какой-то другой оффер на Перу. Вы берете название. Переходим в нашу студию дизайна, я выбираю Sora Imaging, буду через нее генерировать. И сейчас мы будем создавать запрос, какой-нибудь нужен нам логотип. Обязательно переходим в настройки модели, проверяем, чтобы у нас здесь все было настроено, как нам нужно. Для логотипа нам нужно 1 к 1, окей, здесь у нас все нормально. И прописываем наш какой-то промпт нашей нейронки, чтобы она создала. Итак, я сделал запрос, сделал логотип для гостиницы, название нашей гостиницы, для людей, которые хотят похудеть и выбрать путевку туда, как в санаторий. Ну, это к примеру. Приблизительно такой промпт я ему даю, он сейчас создаст нам логотип с нашим оффером, с нашим white page, нашей белой страницей, это отелем, и, соответственно, у нас будет подходящий максимально логотипчик. Итак, наша нейронка сделала нам логотипчик, мне в целом он нравится, название нашего отеля, название нашего оффера Nano Slim, ну понятно, что у вас какой-то другой будет оффер, мы сохраняем данную картиночку на рабочий стол, переходим в создание нашей страницы фанпейдж и, соответственно, сюда закидываем наш логотипчик. Окей, закинули нашу аватарочку, переходим обратно на наш white page нашей гостиницы, и я делаю таким вот образом просто скриншот и добавляю обложку. Сейчас у нас сюда переместится наша обложечка. И просто добавляю сюда также нашу обложечку с нашим рестораном. У нас есть обложка ресторана, у нас есть логотип с названием нашего ресторана. Здесь логотип нашего ресторана совпадает. Также сюда можно было в скобках написать Nano Slim. Итак, как мы видим, наша обложечка добавилась. Также спускаемся вниз. У нас здесь есть добавить кнопку действия. Обязательно нужно добавлять кнопку действия. И неважно, какая она будет, она нужна. Facebook на это реагирует достаточно хорошо. Нажимаем «Попробовать». Давайте оставим кнопку действия «Отправить сообщение». Все сообщения, которые вам будут отправляться на данную страницу, когда пользователь будет по вашей рекламе переходить на фанку, он будет вам писать сообщения, и сообщения будут вам переходить в мессенджер Facebook. И вы сможете напрямую отвечать любому пользователю, кидать ему прямую ссылку для покупки. Это очень, на самом деле, важно. Номер WhatsApp можем пропустить и не добавлять. Можем пригласить друзей сразу. Друзей мы пригласили, нажимаем «Далее». Здесь все оставляем, нажимаем «Далее». В целом наша страница уже создана, нам осталось сделать пару изменений, и тогда у нас вообще будет все идеально. Переходим в вкладку «Информации», «Конфиденциальность», «Юридическая информация», добавить ссылку на политику конфиденциальности. Я об этом уже говорил, что нам нужно на сайте
политика конфиденциальности. Переходим обратно на наш сайт, спускаемся в самый низ. У нас здесь есть политика конфиденциальности. Переходим сюда. Global политика. Глобальная политика — это политика для персонала. Может быть одна политика. Скопируем прям вот эту вот ссылку на нашу политику конфиденциальности, вставляем и сохраняем. Это обязательно важно. Итак, базово мы страницу в целом заполнили. Мы можем перейти обратно в публикации, обязательно удаляем вот этот вот пост, мы его удаляем или скрываем, чтобы он нам не мешал, скрыть со страницы. И обязательно нам нужно добавить сюда какой-то новый пост. Например, я написал такой текст: пройди курсы похудения от лучших специалистов нашей гостиницы или закажи домой. И мне нужно теперь перевести на язык оффера, который я лью, на язык страны, куда я лью. Перевел я это все на испанский, так как в Перу испанский язык. Нажал далее. Можно, соответственно, загрузить какую-то фоточку. Давайте мы так и сделаем. Не будем прям так сразу нажимать далее. Можно загрузить, к примеру, нашу баночку. Я до этого сделал, соответственно, скриншотик, NanoSlim и нажал далее. Нажал опубликовать. В идеале каждый день хотя бы публиковать один пост. Ваша шифанка, она будет становиться все крепче и крепче. При помощи данной нейронки можно посты придумывать и все это закидывать сюда. Обязательно советую не оставлять ссылочки в постах на ваш оффер. Ссылочку не оставлять в шапке. Буквально неделю хотя бы нужно фанку вашу фармить. Дальше можно уже оставлять ссылочки здесь, потому что многие пользователи не переходят по вашей рекламе, они переходят в фан-пейдж и уже потом ищут, где купить, ищут какую-то информацию. Через неделю вы можете уже оставлять прямые ссылочки на посты прямо здесь. Дальше еще можно сделать пару действий, чтобы ваша фаночка была намного безопаснее. Это, соответственно, сделать кое-какие манипуляции в настройках для отключения комментариев, для отключения негативных слов, для отключения различных смайликов, потому что многие хейтеры, так их назовем, или люди, которые уже покупали подобные товары, видят вашу рекламу и пишут негативные отзывы, типа это все не работает, это все обман, не верьте им, капсулы фигня или там какой-то оффер фигня. Обязательно нужно делать так, чтобы люди не могли писать вам негативные отзывы, не могли вам оставлять негативные смайлики, какашки, там пальцы вниз. И все это можно отключить изначально в настройках вашей фанки и уже дальше спокойно с нее запускать рекламу. Я сейчас не буду все это показывать, потому что видео хотел записать максимально короткое. Я вам показал базово, как нужно правильно создавать фан-пейдж. Не с ноги, не ставить каких-то непонятных докторов, не писать названия непонятные. Ребята, я также вижу, что вы пишете мне в личку, спрашиваете, многие спрашивают и не понимают, зачем нужен автозалив, чем он лучше, как им вообще пользоваться, как он ускоряет работу. Я вижу ваши запросы, и сейчас я вам ответственно заявляю, что видео, которое показывает работу ручками и работу при помощи автозалива, на одном экране сразу с таймером будет заснято. Я вам покажу, как использовать автозалив для ускоренной работы, для чего он нужен. В общем, будет интересное видео. Сразу после этого я начну готовить для вас видео про автозалив, как и чем он отличается от работы руками. На примере залива 3 реклам. Допустим, 3 рекламных кампаниях на 3 аккаунтах. Я возьму 3 аккаунта, создам рекламу ручками и возьму 3 аккаунта, создам это все при помощи автозалива. И вы на живом примере увидите, как можно использовать автозалив для ускорения вашей работы, ваших рабочих процессов. С вами был Джонни. Надеюсь, вам понравилось это видео. До новых встреч. Пока-пока.